Вы на канале «Это вкусно». Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом борщевой заправки на зиму. Такая заправка очень сильно сэкономит вам время при приготовлении борща. Получается она красивого темно-красного цвета, густая и ароматная. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Овощи я помыла, очистила и нарезала. Все овощи для заправки я всегда нарезаю вручную, терку я не использую. Свеклу, морковь и перец нарезаю тонкой соломкой. Конечно, вы можете воспользоваться теркой, это ваше право. Лук нарезаю мелким кубиком. Помидоры я нарезала дольками. Также порубила мелко острый перец, он у меня двух цветов, один более ароматный, другой более острый. И чеснок. Все эти действия я оставила за кадром, осталось только измельчить помидоры. Их можно перемолоть на мясорубке или измельчить блендером. Я воспользуюсь погружным. Кожицу с помидоров я не снимала. Хочу поделиться с вами своим любимым рецептом борща, для которого мы и готовим сегодня эту заправку. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Готовить заправку я буду в кастрюле с толстым дном. Наливаю растительное масло, даю ему нагреться и всыпаю лук. На полной мощности готовлю лук минут 5-7, пока он не начнет золотиться. У меня лук готов. Всыпаю морковь, перемешиваю и готовлю все так же на большой мощности еще 5 минут. После чего добавляю свеклу. Готовлю еще 5 минут на сильной мощности, после чего выставляю небольшую мощность и тушу 10 минут. Через 10 минут, когда и морковь, и свекла уже немного смягчились, отправляю в кастрюлю все остальные ингредиенты. Сладкий перец, измельченные помидоры, чеснок и острый перец. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Все перемешиваю, накрываю крышкой и тушу 15 минут. Время от времени не забывайте перемешивать заправку. 15 минут прошло, пора добавить все специи. У меня это соль, сахар, черный молотый перец и уксус. Насчет уксуса не переживайте, его немного и он не будет чувствоваться в готовом блюде, но благодаря кислоте свекла сохранит свой яркий насыщенный цвет, а кроме этого уксус является консервантом. После того, как я добавила специи, варю заправку еще 30 минут. У меня на канале есть рецепт постного борща с фасолью и грибами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Банки для заправки нужно простерилизовать, а крышки прокипятить. Когда заправка готова, разливаю ее по банкам и закручиваю крышку. Готовые баночки переворачиваю и укутываю до полного остывания. Вот такая заправка получается. Зимой вы просто открываете баночку заправки и отправляете в борщ. Вот такая заправка у меня получилась. Для ее приготовления мне сегодня понадобилось 1 кг свеклы, 600 г моркови, 600 г сладкого перца, 600 г лука, 1 кг помидоров, 1 острый перец, 4-5 зубчиков чеснока, 70 г соли, 50 г сахара, 1 чайная ложка черного молотого перца, 40 мл 9% уксуса, 200 мл растительного масла.
Вес овощей указан в очищенном виде. Из данного количества ингредиентов получилось 6 пол-литровых баночек и еще около стакана заправки осталось. Как правило, одной пол-литровой баночки заправки достаточно для приготовления кастрюли борща объемом 3-4 литра. Если у вас объем кастрюли больший, то закрывайте баночки объемом 700 мл. Готовьте вкусный борщ и наслаждайтесь! Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!